325 страниц обсуждений на ФОПДА, хотя аппарат пока мало у кого на руках. Нереально низкий ценник для матрицы AMOLED со 120 Гц. Стеклянная задняя крышка, в отличие от их конкурентов в том же ценовом сегменте. Премиальный внешний вид, GCam уже встает, Bluetooth кодек aptX поддерживается, камера не запотевает во всяком случае у абсолютного большинства пользователей, 108 мегапикселей, поддержка 4К 30 FPS, а главное габариты и внешний вид просто кричат. Я флагман. Ну а по цене просто бюджет. Притом совсем невысокий бюджет. Недостатки есть? Все сейчас расскажу. Tube 819. Всем привет, вы на канале Польза.нет. Меня зовут Саня, канал домашний, я все еще ценю ваше время. Рассказываю все максимально быстро и емко. Раз в месяц разыгрываю 5 Mi Band в 5 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом, а сейчас я назову для вас 10 причин купить телефон Redmi Note 10 Pro. Разумеется, если у вас на руках 9 Pro, смысла этого делать нет. А вот если девайсы постарше, можно уже и поменять. Первое. Ультра маленький размер фронтальной камеры. Идеальный вариант был бы, как у некоторых телефонов, установить селфи-камеру в салазках. Для примера, в моем OnePlus 7T Pro делали так. Хотя и так неплохое решение. Второе. Внешний вид. У темного цвета глянцевая поверхность, как и боковые пластиковые рамки. Ну а светлых расцветок поверхность матовая. Габариты и вес очень адекватный. Третье. Комплект, как и у любого адекватного телефона, а не у суперфлагмана. И быструю зарядку на 33 Вт здесь положили. И комплектный чехол. Тактильно и внешне крайне приличный. Даже менять его в первое время не вижу никакого смысла. Да, есть определенные минусы, что камера не по центру задней крышки. Если класть на стол и тыкать, шатается. Но это все равно лучше, чем если бы он выглядел как Poco X3 Pro. Обзор на который вы, кстати, можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу экрана. Здесь каждый сам решает для себя, что ему важнее, внешний вид или функциональность. Четвертое. Микрофоны, как и динамики, на минималках не такие громкие, как их описывают. Ваши разговоры, в отличие от того же Poco X3, окружающие слышать не будут. И в этом смысле разговорный динамик сделали очень грамотно. Пятое. Отличная вибрация, тактильная отдача на высоте. Настраивать вибро можно самому. Звучание, разумеется, стерео на очень приличном уровне. Никакого вам дребезжания или каши на максималках нет. Все, что необходимо на борту, мини-джек для проводных наушников, инфракрасный порт для ваших бытовых приборов, разумеется, зарядка Type-C, беспроводной зарядки нет, и сканер отпечатков пальцев, который работает очень корректно, что не так часто встречается в принципе. Зарядки даже при постоянном использовании хватает на 1,5 дня, а если на пальцах, телефон у батареи поедает 9% в час при просмотре YouTube. Шестое. Довольно приличные результаты тротлинг-тестов и тестов производительности. Да, смартфон не игровой, но в PUBG и танки играть в него одно удовольствие. А вот Genshin Impact оставим Black Shark'ом, которые, к слову, скоро будут у меня на обзоре. Плавность экрана и камеру железо вывозят, остальное мелочи. Да, и не греется телефон практически совсем, относительно того же Redmi Note 8 Pro на медиатеке. Седьмое. Салазки рассчитаны на 2 сим-карты и карту памяти в нагрузку, и это прямо более чем достаточно. Обычно в такие серьезные аппараты такое уже не ставят. Надпись на крышке маленькая, не чита аппаратом от Realme. NFC, разумеется, на борту, оплачивать товары телефоном можно. Связь ловит супер. Реклама отключается, сборка хорошая, без люфтов. Хотя есть те, у кого по отзывам в камере что-то дребезжит. Но при этом работает. Восьмая причина. Камера. Тип сенсора и остальные спеки вы и сами сейчас видите. Как снимать в RAW формате, кто умеет заниматься постобработкой хотя бы в мобильном Lightroom, вы и так знаете. А главное, GCam на телефоне встает. В 4К 30 FPS без стабилизации снимает. Ширик, разумеется, есть. Замедленная съемка 960 кадров 720p. 99% пользователей возможности стоковой камеры будет за глаза, а остальные скачают GCam и будут радоваться жизни. Скажем так, при правильном подходе качество фото будет не отличить с флагманами. С видео, конечно, не так. Вот вам пример работы камеры. Redmi Note 10 Pro, пример съемки на селфи-камеру. Кудрово. Освещение так себе, но как всегда пасмурно. Ветра очень много, так что если вы меня слышите, это уже хорошо. Вот так примерно она и снимает. Тест работы камеры Redmi Note 10 Pro на крыше Исаакиевского собора. Вот сейчас снимаю я на ширик. Чуть-чуть увеличиваю. Все. Увеличиваю максимум X2 при съемке на видео.
Redmi Note 10T Pro, пример работы камеры, 4К 30 FPS. Ветер есть, но не очень сильный. Парк, дыбенка, и примерно так будет работать ваша камера, если вы будете снимать с двух рук и идти не по очень ровной поверхности. Сказать, что камера работает хорошо, я не могу. Почему? Потому что у меня есть стойкое ощущение, что как с фотографией, так и с съемкой процессор слегка не вывозит. Но с другой стороны, по сравнению с тем же Poco X3 Pro, это просто суперская камера. Как говорится, все познается в сравнении. Возможно, выгружу обзор сравнения Poco X3 Pro и Redmi Note 10 Pro именно по камере. И там еще добавится X3. Poco X3 камера, конечно, была намного лучше, чем в Poco X3 Pro. Девятое. Самое интересное под конец. Экран. И он здесь AMOLED. И у него тоже есть недостатки, о которых я расскажу в конце. Но сейчас вы только вдумайтесь. AMOLED со 120 Гц в девайсе до $350. Понятно, что это за минимальную комплектацию. Но реально, у кого такое есть? У Realme 7 Pro, от которого я был в восторге, обзор на который вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу, только 60 Гц. Экран хороший и под углами все хорошо. Если совсем под 15 градусов не заглядывать, чтобы радуги видеть, которые здесь есть. Да, и черный цвет с черным цветом у матриц флагманов не сравнивать. Яркости с запасом, на солнце все видно. Плотность пикселей без космоса 394 ppi. Никаких пикселей вы не увидите. Графический процессор не супер свежий, но вывозит Adreno 618. Рамки минимальные, экран не водопад, играть поэтому, по моему мнению, удобно. Скругление углов не лучше, но терпимое. Анимация крайне плавная, хотя местами подлагивает. И мы же помним, что это Xiaomi, ничего в этом удивительного нет. Дело не в железе. Десятое. Цена по ссылке в описании к видео на данный момент без промокодов и распродаж $329 за самую скромную комплектацию. На сейлах намного дешевле, не буду расстраивать вас за сколько можно было его купить на старте. Если будут более приятные цены или промокоды на скидку, скину их в телеграм-канал по ссылке в прикрепленном комментарии. На каждую распродажу я скидываю туда именные промокоды. Плюс самые выгодные предложения. Минусы лично по мне. Кнопка громкости жиденькая и с приличным люфтом. Рамка на гранях пластиковая, но в целом выполнена из силуминового сплава. Кто не в курсе, это сплав алюминия с кремнием, что делает ее довольно крепкой. Корпус телефона участвует в воспроизведении звука, что странно, лично по моим ощущениям. Защиты от влаги нет. Датчик приближения в стоке ужасен. Здесь используется ультразвуковой датчик приближения, работает он максимально плохо. Его можно калибровать, но нужно немного включать голову, а это мы делать, конечно же, не любим. DC-диминга нет, но он здесь и не особо нужен. Шим в данном аппарате находится в границах нормы, которая, к слову, сейчас довольно жесткая. Да, и в Redmi Note 10 без Pro экран уже не так безопасен. Нет Always On Display, во всяком случае, в привычном для меня виде. И на данный момент экран активен только 10 секунд после касания. Я это АОДом назвать не могу. Нет индикатора уведомлений, процессор довольно слабенький, внутренняя память все такая же старая, что сильно тормозит аппарат. Резюмируя, телефоны уже есть почти во всех магазинах, прийти и оценить проблем нет никаких. Да, на них много рекламы и да, они стоят своих денег, но не тех, которые за них просят в моем родном ритейле. Так что смотрим у дома, заказываем на сейлах на Али. Завтра обзор на Realme 21C. Спасибо за просмотр, подписывайтесь с лайком, добра и удачи вам, друзья!